Кто она? Женщина, которая шокировала Персию. Ассаламу алейкум, мои родные. В этом выпуске вы узнаете, как женщина осмелилась бросить вызов традициям XIX века. Почему ее имя вписано в историю Персии как символ свободы? За что ее казнили? И почему ее последние слова стали пророческими? Что на самом деле происходило в те годы? И почему ее идеи опередили время? Как современный мир воспринимает ее наследие? Пристегните ремни. Сегодня вас ждет история, которая изменит ваше представление о прошлом. Ее звали Тахира Курат-уль-Айн, и она не была похожа на других женщин своего времени. Родившись в первой половине XIX века в городе Казвин, она с детства тянулась к знаниям. В обществе, где женщин учили быть покорными, она изучала богословие, философию и поэзию. Ее отец был уважаемым религиозным деятелем, и именно от него она унаследовала страсть к знаниям. Однако, в отличие от других женщин своего времени, она не просто запоминала тексты, она искала смысл, задавала вопросы и спорила. С детства она цитировала суфийских поэтов, таких как Руми и Хафиз. Но этого ей было мало, она хотела менять мир. Ее стихи, пропитанные любовью к Богу и стремлением к истине, стали известны еще в юности, но никто и представить не мог, что вскоре ее имя станет символом борьбы за права женщин. В те годы в Персии начало распространяться учение Баба, религиозного лидера, который проповедовал обновление общества и отвергал многие устаревшие нормы. Для Тахиры это было глотком свежего воздуха. В отличие от других последователей, она не просто изучала это учение, она стала его активной защитницей и проповедницей. Впервые в истории исламского мира женщина получила признание как религиозный лидер. Когда в Персии начали распространяться идеи бабизма, она написала множество писем и трактатов, которые вдохновляли последователей движения. Она стала первой женщиной-богословом, открыто выступавшей с проповедями, что само по себе было неслыханным. Но настоящий вызов обществу она бросила в 1848 году в деревне Бадашт. Здесь собрались ведущие бабиды, чтобы обсудить судьбу движения. В разгар дискуссии она вошла в собрание без чадры, символа женского подчинения. Мужчины в ужасе закрывали лица, кто-то выбежал, не веря своим глазам. Один из очевидцев описывал этот момент так. Когда она появилась без покрывала, в зале воцарилась тишина, как будто мир замер. Ее голос был твердым, а взгляд пронизывающим. Она сказала: «Эпоха старых законов завершена. Мы вступаем в новую эру. Я почувствовал, как дрожит моя душа». Этот момент навсегда изменил ее судьбу. Такие поступки в XIX веке не прощались. Вскоре после собрания Бадашт ее объявили опасной еретичкой. Родственники отвернулись от нее, ее собственные братья требовали ее наказания. В письмах современников говорится, что Шах Насреддин лично знал о ней и считал ее угрозой. Власти арестовали ее и держали под стражей в доме министра иностранных дел. Она была пленницей, но даже в неволе продолжала вдохновлять людей. К ней приходили тайные ученики. Она писала стихи и письма, в которых призывала женщин осознать свою силу. Ее слова звучат актуально даже сегодня. «Я не боюсь. Я знала, что этот путь трудный», — говорила она. «Пусть мой голос прозвучит сквозь века». В 1852 году Шах приказал ее казнить. Ее последние дни прошли в молитвах, но она не сломалась. Один из палачей позже вспоминал, что она встретила смерть с улыбкой на лице. Перед казнью ее спросили: «О чем ты жалеешь?» Она улыбнулась и ответила: «Вы можете убить меня, но не остановите эмансипацию женщин». Ее задушили, а тело сбросили в колодец. Но ее слова пережили века. Сегодня ее имя вспоминают как символ свободы и борьбы за права женщин во всем мире. Мои дорогие зрители, если вы досмотрели этот выпуск до конца, то знайте, вы человек с жаждой знаний, интересующийся историей и понимающий ценность прошлого. Я благодарю каждого из вас за поддержку канала на Топчане, за ваши лайки, комментарии и репосты. Это помогает делать для вас новые выпуски. Люблю вас всех от всей души, братья и сестры. Пусть в вашей жизни всегда будет свет знания, мудрость прошлого и тепло настоящего.